другой блок, почему бизнесы закрываются. Я вам немножко расскажу по личному опыту, почему закрылись мои первые бизнесы. Ну, первый бизнес с мороженым, у меня было ощущение, вот такие розовые очки, что я куплю автомат, который делает мороженое, куплю смеси, вафельные стаканчики, возьму место, арендую, и оно все само пойдет. А оно само все не пошло. Там столкнулся со многими вопросами. Там, счета на электричество были не такие, как я привык, потому что коммерчески выше. Стоимость аренды, она, ну вот, место же арендуешь, там ты несколько дней работаешь для того, чтобы просто аренду покрыть. А я об этом даже не думал. Я не сомневаюсь, что многие об этом думают, им подсказали, советы какие-то. Я начинал с нуля, я об этом не думал, никто не подсказал. В конце концов, нужно было определенные требования выполнить перед торговым центром, который в помещение сдавал, да, площадь. Там нужно было по-особому оформить свою точку, то есть не просто поставил автомат, у тебя должен быть, вот, знаете, как островок такой мебельный, да, красиво оформлен, чтобы они одобрили, чтобы это все красиво выглядело. И здесь были расходы. И поэтому, ну вот, не получилось у меня пройти так легко. Почему закрылся? Элементарно спроса не было такого, который я ожидал. А я его вообще никак не просчитывал. Я думал, оно само все пойдет. Что еще я делал неправильно в мышлении? В моем мышлении было заложено, что для того, чтобы бизнес существовал, не нужно вообще никаких усилий прилагать. Вот в первом случае с мороженым так. Когда я взял магазины, я думал, знаете, я купил готовый действующий магазин. 2. Я думал, ну он же действует. Он работает, он приносит прибыль. Сейчас я его возьму, он будет приносить прибыль мне. Взял такой вот, который смог купить. Ну, чтобы было 2. Мол, риски диверсифицировал. И там было неудачно. Вот. Ну и много, конечно, еще каких других было ошибок. Это и непонимание, как продукты должны оборачиваться. Да, вот продукты питания, где их брать, какие поставщики, какие условия. Многие, конечно, предлагали товар, привозили сразу, а оплачиваешь потом по факту, ну, не по факту, точнее, а отсрочка платежа. А за этот период у меня товар не был реализован, а заплатить нужно за всю партию. Это тоже такие моменты. А я не понимал еще, какой объем мне нужно взять. Вот, может быть, мне надо было партии брать поменьше, и они были проданы, и я заплатил бы за малую партию. А я с их предложения взял, конечно, много всего. И вот там пошли и кассовые разрывы и так далее. Но это ошибки, как я сказал, это процесс обучения. Это нормально. Ну, я считаю, это нормально, потому что я слышал много других подобных историй в последующем, где все через что-то это проходили. Где я путал бизнес и самозанятость. Вот здесь, конкретно в своей истории, я, наверное, не путал. Было еще время, наверное, где-то в студенчестве, я столкнулся с компанией, вот, которая работает по принципу сетевого маркетинга. Там были такие обучающие сессии, рассказывали в том числе про мышление, про много разных вещей рассказывали, и в том числе там звучала мысль: если бизнес не работает без твоего присутствия, то это не бизнес, а ремесленничество. То есть ты самозанятость, ты сам себя занимаешь, пока ты находишься на рабочем месте, бизнес работает. Если ты уехал, бизнес не работает. Это не бизнес. Бизнес – это система, которую вы настроили, и она работает без вашего присутствия. Вот, к примеру, вы дома поставили аквариум, в него поставили автоматическую кормушку, может быть, какой-то автоматический, фильтр, который воду процеживает, подачу воздуха, светильник, может быть, по таймеру, да, все подключено, еще подключено к аккумулятору на случай отключения электричества, чтобы автономная система работала. Вот это как бизнес. А если вы блины жарите со сковородой, да, и вы отошли, сковорода сама, обычная сковорода ручная чугунная, она не будет жарить блины. Это уже самозанятость. То есть это дело ваше существует, пока вы находитесь там. Или, по крайней мере, если вы можете его оставить, то на какое-то непродолжительное время. Может быть, там отпуск себе позволили,
там, на 1-2 недели, но даже на месяц уже уехать не можете, там все показатели упадут. Вот в этом отличие бизнеса и ремесленничества. Какие я выводы сделал? Ну, из первых бизнесов я понял, что я ничего не понимаю в финансах. Я не умею вообще анализировать бизнес. И я понял, что я вообще ничего не знаю. Я пошел учиться на экономиста. В то время, вот в 2015 году, вокруг себя, в том городе, где я жил, я не видел, или мне не попадались каких-то вот специальных курсов предпринимателей. Не было такого, что какой-то наставник меня приведет. Ну, точнее, я таких слышал, но это считалось очень дорого. Но на самом деле я даже не узнавал, дорого это или нет, чтобы мне кто-то подсказал, как это все делать. И я пошел путем для себя наиболее правильным, как я в тот момент считал. Я решил пойти выучиться на финансиста и начал разбираться в определенных вещах. Я думаю, это хорошее решение. Если вы в достаточно юном возрасте, на получение этого образования у меня ушло 4 года, получается, много чего изучил, много чего понял. Но с течением времени я сейчас понимаю, что по каким-то вопросам, если бы я сейчас попал туда, да, с текущим опытом, но без знания там финансов, а именно с бизнес-опытом, я бы просто искал, наверное, сотрудника нанять, который имеет профильное образование, кто на этом специализируется. Ну вот, к примеру, это можно распространять на любые вопросы. К примеру, мне нужно наладить цепочку сбыта какого-то продукта. Я в сбыте опыта не имею, образования не имею. Я могу либо лет 5 потратить на то, чтобы это изучить и стать просто новичком, теоретиком, либо я могу нанять человека, который уже в этом деле, конкретно в сбыте, много лет. Нанимаю, допустим, директора по продажам. Он, зная всю специфику, нанимает, например, агентов или там торговых представителей, рассказывает им, что делать. Он их может и обучить, новичков, там, или провести собеседование с опытными и наладить сбыт. И таким образом это вопрос, вот целиком весь вопрос сбыта наладится. Либо я сам трачу несколько лет, обучаю, либо я понимаю, какой мне человек нужен, провожу с ним собеседование. На самом деле это тоже очень непростая задача. Даже если ты понимаешь, кто тебе нужен, это только половина дела. Ты должен уметь его навыки оценить. К примеру, я как маркетолог, я не имею образования маркетолога. Но я проводил для своего бизнеса собеседование, искал маркетолога. У меня было, наверное, человек 30. Каждый из них составил отличное резюме. Маркетологи же. Каждый говорил, что у них есть план, а уже при детальном разборе, когда я поговорил с человеком, с ним познакомился, я уже понимал, какие качества личные нужны. Потому что это не первое собеседование, не первые сотрудники, я сотрудников по другим специальностям нанимал. Но я уже знал, на что обращать внимание. И в ходе собеседования они у меня были длительные, там, по 2-4 часа, потому что это как штучный товар. Не проходят они. Я понял, что есть новая проблема, что вокруг меня город небольшой, трудно найти специалиста. Очень много кое-какеров. Да, то есть человек плюс-минус что-то знает, его идея начинается с того, что он говорит: ага, давайте возьмем кучу бабок и потратим, попробуем что-то из этого получить. Но какой результат реальный? Они никто не готовы дать. Никаких гарантий, ничего. А это не для бизнеса. Ты в бизнесе, ты работаешь на том, чтобы заработать каждую копеечку, каждый рубль, каждый цент. А тут тебе приходит и говорит: да, мы несколько тысяч кинем, попробуем, как пойдет. Какой же это бизнес? Зачем вообще такой маркетинг нужен? Это реклама ради работы. То есть если он даже окупаться не может. И вот так во многих вопросах.
Это те выводы, которые я, собственно, сделал, исходя из первого. Потому что в первых бизнесах, сначала, когда мороженое я сам продавал, потом, когда у меня магазин, у меня были продавцы, а вось какие там вообще я ни на что внимания не обращал. Я думал, что там справиться. Мы же судим-то по себе, и по себе мы думаем, я ответственный, я там не ошибусь на калькуляторе, я там правильный товар пробью, все окей. Но когда ты человека нанимаешь, и ты его оценишь по себе, а он не такой. Это же тоже ошибка. Вот поэтому подытожим, какие я выводы сделал. Во-первых, много считать и прогнозировать разные сценарии течения бизнеса. А во-вторых, я понял, что специальные знания, например, знания финансиста, инженера и так далее, очень глубокие, они дешевые, потому что их можно купить за деньги. А вот какие-то общие знания, какие-то общие компетенции, когда ты можешь даже оценить специалиста, это уже общие знания, которые более редкие. Я понял, что в сотрудниках, которых я нанимаю, я должен стремиться найти сотрудников, которые, может быть, не всегда самые талантливые по своему образованию. Знаете, вот, к примеру, грамматика, хромает, но человек классный поэт. Вот мне нужно качество, чтобы он был поэтом классным, а то, что он пишет там с ошибками, это можно там скорректировать, что-то потренироваться, И я выявил два самых главных качества в сотрудниках нами. Это творческий подход, когда он может предложить новую идею, взглянуть на какую-то проблему под другим углом. И инициативность, когда этот сотрудник может не просто предложить, а еще сказать, а давайте я этим и займусь. Вот это будет самый ценный сотрудник. Какой еще вывод? Стараться не носить розовые очки. Не в прямом смысле, конечно, а вот фигурально выражаясь. Стараться понимать, что любой бизнес – это будет сложная задача. Он не пойдет сам по себе, потому что ты такой хороший, нашел денег, купил оборудование, точку какую-то или даже готовый бизнес. Нет, ты должен к этому отнестись очень серьезно. Порой взять консультацию это будет выгоднее, чем потратить кучу денег. Покупая недвижимость, но многие люди обращаются к риэлтору. Вот, к примеру, вы никогда не жили в доме, вы жили в квартире. Может быть, арендная квартира. И тут вы решили купить дом. А все ли вы понимаете, как оценить дом? И там уже дом может быть в северном регионе. А если вы в качестве консультанта позовете либо риэлтора, специализирующегося на домах, либо, может быть, какого-то строителя, у вас там товарищ есть, или вы платно, неважно как, но, в общем, человек, кто в этом разбирается. Он придет и скажет: слушай, внешне классно, но я заглянул под пол и увидел, что там фундамент треснут. Его ни в коем случае нельзя, потому что весь дом надо будет сносить, там, или фундамент менять. Вот такие вещи. И поэтому из-за такой вот мелочи вы рискуете, все, что вы ставите на хлипком фундаменте, оно может все просто завалиться. Поэтому очень важно либо самому разобраться прям детально в каких-то узких вопросах, либо найти каких-то консультантов или нанять сотрудников, которые будут на вас, и они будут заниматься этим вопросом. Вот это правильный подход. Вот такой вывод я для себя сделал. Еще у меня, допустим, и сейчас проекты есть, Вот, к примеру, из проектов по производству косметических средств я мог либо сам на химика учиться, и там в конечном счете, может быть, что-нибудь получилось, может, что-нибудь научился бы, хотя теории набрался. Но я пошел другим путем. Я обратился за услугами готового химика, технолога. Все, я просто его нанял, поставил задачу, он мне это изготовил. Да, его услуги не дешевые, но вы посмотрите, это значит, будет лучше. Вот там человек, он выучился, он уже больше 10 лет вот в этих сферах крутится с химией.
и качество его работы, да, по подготовке, и качество, которое мог бы сделать я. Но это абсолютно же несравнимо, правильно? Поэтому здесь такой же тоже у меня вывод. Если требуется решение серьезного вопроса, либо сам разберись детально, либо привлеки человека, который в этом разбирается. Но не оставляй это на авось. Вот это самая грубая, наверное, ошибка, которую можно сделать, потому что подвергаете риску все остальное, что связано с этим. Какие еще были ошибки? Поначалу в первых 2 бизнесах все держалось на мне. То есть я должен все продумать, а уже в 3-м бизнесе я научился делегировать. Я выбрал некоторых сотрудников, которых обучил определенным вещам, и потом уже некоторые задачи, а потом все больше и больше, я делегировал им, потому что они уже владели этими компетенциями. В итоге у них есть время рабочее оплачиваемое, чтобы этим заниматься, а с себя я снял эту нагрузку. Таким образом, даже в мое отсутствие эти вопросы они могут сделать. Ну, например, самое банальное, заказать какие-то расходники, да, для бизнеса. Допустим, заказать одноразовую посуду для гостей или заказать какие-то антисептики, салфетки. Вот, казалось бы, банальные вещи. Но если это вещи ты не обучишь своего сотрудника, то вот кроме тебя никто это не сделает. Представляете, это вот тот же вопрос, как я описывал, что ты со сковородой блины печешь, ты отошел, все встало. Ты поставил другого человека, который блины там наливает, а масло он не догадается капнуть. Ну ты научи его там маслица капнуть, и все будет работать. Вот это важный тоже момент. Системность. В первых 2 бизнесах у меня системы не было никакой. Вот ни в чем, вот каждое мое дело, это было какое-то сумасшествие. Новая задача, я не знал, за что сегодня схватиться, за что завтра. А вот уже на 3-м бизнесе у меня была система. У меня все вопросы, они, во-первых, они ранжировались, да, то есть это мы на 4 категории делим, там важно, не важно, срочно, не срочно, да. А потом какие-то вопросы я решаю только, какие-то я делегирую, и тут уже системно, как, например, у вас заявки могут быть от клиента с сайта, да. Я организовал, чтобы это были не звонки мне, да, которые я могу пропустить, а сделал там CRM-систему. В CRM-систему приходит заявка, у меня менеджер видит, что где новая заявка, он ее отслеживает, у него поставлен алгоритм, как общаться с клиентом, что рассказать. Это уже система. И там без моего присутствия ни одну заявку не пропустят. Один из факторов, одна из причин, по которым бизнесы закрываются, по моему личному опыту, отсутствие системы. Она всегда важна. Также я не считал риски. Я не понимал, какая вероятность, что у меня будет кассовый разрыв на какую-то сумму. Заплатить за аренду, заплатить поставщику за то, что он большой партнер. Я просто этого не знал. А надо это все просчитывать. Вот как можно это просчитать? На какую-то нейросеть здесь, наверное, лучше не полагаться. Потому что, вот по моему личному восприятию, эта нейросеть просто подтягивает данные из открытых источников. А у нее же нет данных из бизнесов, да, вот то, что их внутрянка. Как он тебе это просчитает, если ему не на что опереться? Поэтому здесь надо как-то по-другому решать задачу. Либо вы обращаетесь там к консультанту, там, к финансисту какому-то, да, либо у вас бухгалтер в штате умеет делать финансовый анализ. И тогда вам картина становится более понятной. Отслеживать динамику вашего бизнеса. Смотреть не только по выручке, да, а может быть по количеству реализованного товара. А как это отслеживать? Ну, например, мы делали так, что мы создавали в таблицах данные за каждый день, а потом строили диаграмму, и мы видим сравнение каждый месяц, год к году, и мы смотрим не только по кассе, как выручка меняется, а для нас важно посмотреть показатель, насколько популярен товар или услуга, да, как это меняется. Это уже тоже есть свое сознание. Ну, к примеру, можно провести эконометрический анализ, есть такая штука. Вот, к примеру, вы продаете чисто конфеты. Даже вот у вас фабрика, которая производит конфеты. И конфеты, может быть, даже отличаются немного ассортиментом и упаковкой.
вы заряжаете прям производственные мощности на все. Но какие-то товары вам приносят больше прибыль. К примеру, вы можете сделать в легонькой упаковке, и выручки с нее как бы больше, да? Но маржа там, например, у них будет 7%, а у конфет, которых надо сделать меньше, но по-другому упаковать, а у них маржа 80%. Так может быть, перестать делать работу ради работы и сосредоточиться на том, что приносит деньги? Вы сэкономите, во-первых, производственные мощности, можете где-то освободить несколько там сотрудников, оптимизировать, да, их как-то работу. Вы сократите еще расходы свои другие. А может быть, вы выпустите совсем, расширите ассортимент. Если из конкретных конфет вы уже все разобрались. А там добавите, не знаю, леденцы какие-то. Или выпечку будете сделать. То есть понимание самого бизнеса, отслеживание его динамики, проведение вот экономических и эконометрических анализов вам позволит понимать перспективы, как вы можете дальше улучшить вашу деятельность. Можно еще, знаете, чтобы не просто вот абстрактно, да, а что-то, что мы можем себе представить. К примеру, у вас участок земли. Вы выращиваете, пусть будет морковь. Вы вырастили первый год хороший урожай, второй год урожай, на третий год урожай резко упал. Что делать? Обратились к агроному, он говорит: слушай, тут тебе надо либо удобрений, земля немного оскудела, потому что питательных веществ нет, либо ты можешь просто сменить выращиваемую культуру. Выращивай в эти годы сейчас, допустим, не морковь, а сделай вот навозный гряд, огурцы выращивай. Во-первых, на этих грядах у тебя огурцы будут переть, а во-вторых, потом вот это как удобрение разложится, у тебя земля напитается. И потом каждый год ты не сади одно и то же, а сади что-то другое. Дельное предложение? Конечно. А если вы будете все долбить в одну морковь? Ну, у вас просто земля перестанет быть прибыльной. Поэтому все риски свои просчитывайте. Ну и еще один важный момент, вот я прямо у себя пометил, хотел не забыть. Почему они были неудачные, почему, я думаю, закрываются у других? Это желание заработать, а не построить. В первых бизнесах у меня была цель просто бабки. Ну, это честная цель, это нормальная цель. В принципе-то любой бизнес ради бабок и делается. Но когда тебе это не интересно, это не ложится, как ты будешь это развивать? Вот если у вас есть какое-то хобби, вы этим интересуетесь. Например, у кого-то хобби бабочек коллекционировать. Ну, например, он интересуется какие-то бабочки или фотографии бабочек. Он интересуется, что за вид бабочек, где он обитает, ему это интересно. А для другого человека это выглядит, просто вот куча фотографий понавешена по настенам, как мусор. Будет ли от этого человек счастлив? Ну нет. Представьте, вам домой принесли и навешали по всему дому, вот буквально по всем стенам, да даже не по всем, не от потолка до пола, а просто в каждой комнате у вас там по 3-4 картинки сталактитов. Кто-то даже не знает, что это такое. А кто-то подумает, а зачем они мне нужны? А человек, который увлекается ими, для них это в радость. Поэтому дело, которым вы занимаетесь, оно не должно быть только ради денег. В конечном счете, все, что начато из-за денег, оно закончится. А то, что сделано ради идеи, вы идею сможете развивать, а деньги уже приложатся. Но важно все это просчитать и посмотреть, как это коррелируется друг с другом.